Привет, друзья! Меня зовут Юра. Сегодня мы затронем тему такую интересную. Я вам предлагал рассказать, вы очень сильно поддержали. Тема будет про формы и вообще с чем я работаю. Вот здесь на столе я разложил небольшое количество форм. Многие из форм, которые у меня сейчас есть, они в работе, я их использую каждый день. А некоторые вот у меня лежат дома, ждут своего часа, и сегодня я часть их достал, чтобы вам показать и рассказать вообще, чем же я пользуюсь. Формы, которые я использую, они делятся на три, нет, даже на четыре разные части. Первая часть — это металлические формы. Это металлические бандажи разного диаметра, которые я использую. Я предпочитаю, как вы видите, бандажи невысокие, как там многие любители печь огромные торты делают дома. Я использую, как все, собственно, профессионалы, низкие бандажи. Если у вас есть огромный высокий бандаж, то испечь в нем низкий бисквит вам будет немного сложно, потому что тяжело рассчитать, не видя, высоту бисквита. Но имея низкий бандаж, я все равно могу испечь вот такой бисквит. Мне не важно, да. Мне главное, что у меня есть как бы стартовый диаметр. Итак, это вот есть для тортов и бисквитов. Есть меньший диаметр, который я использую для порционных пирожных. Есть побольше, я не знаю, я ее редко использую, но она просто у меня есть. Также есть такая прямоугольная, квадратная, которую прикольно тоже сделать квадратный торт или залить какие-нибудь ганаши, потом это все дело порезать. В общем, очень клевая вещь. Ну и, соответственно, совсем низкие бандажи — это кольцо для тартов, да, для всяких пирогов, прикольных тарталеток. Я использую такое. В общем, это металлическая часть. Они всегда выглядят так. Я никогда не использую формы с дном. Мне кажется, это прошлый век. Я могу сделать дно с помощью фольги. Любой из этих форм получится гораздо более удобно. Следующая часть, самая большая, это силикон. А он бывает разных цветов. Никакой абсолютно смысловой нагрузки этот цвет не несет. Просто каждый из производителей делает в любимом цвете. Например, вот белые — это формы фирмы Силикомарт, итальянской. Это одна из первых фирм, которая начала делать объемные формы. Как вы видите, да, она не просто вот какая-то ровная, гладкая, а она объемная. То есть я из этой формы вытащу практически целую сферу. Есть сферы, есть кнели, есть что-то подобие пончиков таких рифленых. Есть купола. Как видите, все объемное, очень прикольное. Это Силикомарт. Есть другая итальянская фирма Pavoni. Это, к сожалению, у меня здесь только одна форма. Вообще, многие из них у меня сейчас на работе. Очень хорошая фирма, делают очень качественный силикон, долговечный. Еще один силикон от Pavoni. Это такой серый. Это их 3D, еще одна 3D формочка. Очень прикольные пончики, немного геморно их оттуда вынимать. Но, в общем, по факту, в конце концов, получается очень классно пирожное. Поехали дальше. Это у нас вообще фирма No Name. Честно могу сказать, что вот эти вот оранжевые формы, это были первые формы, которые вообще я себе купил. В далеком 2011 году в магазин я приехал, я понятия не имел, что мне покупать. Единственное, что я знал, что я с этими формами работал на своей первой работе. Спустя неделю я поехал себе их покупать. Такие, в общем, видите, они уже достаточно старенькие, но для силикона это не важно. Прикольные формочки для колесонов, такие пирожные, да, миндальные. Ну и всякие такие малышки, которые можно делать пирожные. Вот можно сделать начинку, а это пирожное, и в итоге получится какая-то прикольная штука. Также еще одна форма, ее мне, по-моему, жена дарила. Это форма для кекса. Вот такая форма для кекса не очень хороша. Объясню почему.
Потому что у нее нету боковых ребер жесткости. И когда вы сюда наложите свою массу, ее просто вот так вот по бокам разопрет. И в итоге у вас не будет кирпичик, как вот здесь вот, типа форма. А она по краям вот так вот расползется, и получается не очень аккуратный кекс. Поэтому я ее очень редко использую. Для запеканок каких-нибудь. Ну и, естественно, без вот этих вот штук никуда. Это силиконовые ковры. Они у нас заменяют все на свете. Мы используем их при любых заготовках. Замораживаем, отпекаем, допекаем, сушим, не сушим, неважно. В общем, силиконовые коврики очень удобно. Советую вам их использовать и покупать. Если у вас нет такого здорового этого противня, то его можно разрезать пополам. Смотрите только на одно, чтобы внутри этого коврика был такой термокорд. То есть, чтобы коврик не тянулся, чтобы он не растягивался, понимаете? Иначе он будет постоянно деформироваться при выпечке и заморозке. Он будет то расширяться, то сжиматься. Он должен быть с кордом внутри. Следующая форма – это поликарбонат и пластик. Эти формы используются для конфет. Для конфет, вот тут есть для конфет в виде доминошек, а есть для конфет таких вот рифленых, корпусных. Очень удобные формы, сразу можно отлить много конфет, да, если у вас много таких форм, то вы не знаете головной боли, делаете всевозможные конфетки, балуетесь и развлекаетесь. Или же просто можно набомбить доминошек и использовать их в каком-нибудь десерте. Или просто так поесть, очень прикольно. Ну и еще одна форма, это термопластик. Его у меня вот такие есть... Формочки под тарталетки, видите, перфорированные, очень прикольные, равномерно пропекаются, делают заготовки для маленьких порционных тарталеточек. В общем, очень клевые. Единственное, что нельзя их мыть в посудомойке. Говорят, я не пробовал, просто мне сказали, что нельзя. Они, говорят, покрываются налетом. Но я не хочу экспериментировать, достаточно недешевое удовольствие. Но очень качественная. И чем лучше, вот мне, видите, сейчас вам покажу. Смотрите, металлическая, у нее есть шов. Вот здесь вот шов. И на тарталетке этот шов остается все равно. Неважно, перфорированная, не перфорированная. А здесь нет швов. То есть в чем прикол пластиковый, что у нее нет швов. Только обязательно это должен быть термопластик, который не плавится, а то вы рискуете как бы сделать пластмассово-песочную тарталетку. Вот это вкратце, да, то, что у меня есть по формочкам. Маленький такой обзорчик. Я надеюсь, вам понравилось. Я уверен, что вам понравилось. Если у вас есть вопросы, и вы интересуетесь, что покупать, что не покупать, пишите в комментариях, я буду вам отвечать и делиться своим опытом. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.